Сушилка для рыбы своими руками. Здравствуйте. Сначала расскажу, для чего мне очередная сушилка и каким условиям она должна соответствовать. Моя первая сушилка из пластикового короба. Хороший вариант для квартиры с возможностью отведения запахов. На этом плюсы заканчиваются. С появлением возможности вялить рыбу на открытом воздухе была приобретена сушилка из сетки, которая прекрасно продувается на улице. Но были и в ней недостатки. Это невозможность просушить рыбу на боку размером 300-500 грамм и более. Нижняя часть рыбы, соприкасаясь с сеточной полкой, могла подпревать, и во избежание этого ее приходилось время от времени переворачивать. А еще материал сушилки не представлял собой никаких препятствий для соседских котов, посему приходилось на ночь заносить рыбу в дом. Поэтому новая сушилка для рыбы, сделанная своими руками, должна обладать следующими свойствами. Первое. Каркас должен быть вандалоустойчивым для котов. Для этого каркас сушилки был изготовлен из обычной сосновой доски естественной влажности с сечением 100 на 25 мм. Передняя и задняя стенки ящика для сушки рыбы были закрыты сеткой из нержавеющей проволоки с ячейкой 1,2 мм и толщиной 0,4 мм. И второе. Конструкция сушилки для рыбы должна быть удобной в использовании. Ящик должен иметь ножки для размещения как на твердом основании, так и с возможностью быть подвешенным. Отсюда вытекает еще одна особенность. Загрузка-выгрузка рыбы должна осуществляться через фасадную стенку, а не сверху. Рыба должна подвешиваться на жердочке, в моем случае из арматуры, и быстро заряжаться в сушилку целой партией. Ну а дальше с помощью молотка и гвоздей сколачиваем самую примитивную конструкцию. Габариты произвольные, но в данном видео внутренняя ширина, высота и глубина составили 95 на 60 на 30 см. Ширина сушилки соответствует ширине нержавеющей сетки. Конструкция лишена петель и прочего металла. В качестве запорного механизма применены два шиферных гвоздя. После сборки каркаса тщательно шпатлюем все щели в деревянной конструкции. И еще пару слов касаемо вяленой рыбы и ее ферментации. Размещать сушилку для рыбы необходимо в тени под навесом. Естественного проветривания обычно хватает. Не пытайтесь максимально быстро удалить влагу из продукта. Для ферментации нужно время. Солить рыбу перед сушкой нужно не менее чем 21 сутки. В теории за это время в продукте убиваются паразиты и все такое. Хотя формально рыба просаливается гораздо быстрее, а с паразитами можно справиться и заморозкой. Но вот лично я заметил, что более длительное время содержания рыбы в соли положительно сказывается на вкусе конечного вяленого продукта. Поэтому лично в моей практике я не спешу промывать рыбу ровно через 21 день. Рыба солится в погребе и месяц, и два, и более, и становится только вкуснее. Еще раз повторю, для ферментации нужно время. И да, такую рыбу не продают в магазине ввиду сильно затратной и длительной технологии штучного производства. Приятного аппетита и благодарю за внимание.